Не размораживайте куриную грудку, готовьте ее прямо из морозилки. Друзья, если вы пришли домой и вы срочно хотите приготовить что-то вкусненькое на ужин, но у вас нет времени на разморозку курицы, обязательно приготовьте этот простой, вкусный, быстрый рецепт, который точно станет вашим любимым. Посмотрите, как легко и быстро мы натерли куриную грудку. Перекладываем натертую грудку в миску. Также мне понадобится вилка и картошка. Для этого рецепта нам нужно штучки 3 картошки, насаживаем картофель на вилку, и также мне понадобится обычная овощечистка. Посмотрите, как легко и просто можно нарезать картофель тонкими ломтиками. Очень быстро. Сохраняйте этот лайфхак, этот секретик и обязательно пользуйтесь. Нарезали картошку тонкими ломтиками. Теперь перекладываем картофель в миску. И заливаем его холодной водой. Вода обычная, можно взять из-под крана, нам просто нужно хорошенько промыть картофель от лишнего крахмала. Промываем картофель. Друзья, не забудьте поделиться этим рецептом с вашими друзьями, сохраните его в себе закладочки и напишите, пожалуйста, в комментариях, из какого города или из какой страны вы меня смотрите. Я очень рада поближе познакомиться с каждым из вас. Я слила воду с картошки и переложила ее в миску курицы. Теперь приправляем по вкусу солью, черным молотым перцем. Можете добавить какие-то ваши любимые травки, приправки по вкусу. А я добавлю чайную ложечку итальянских трав или орегано и также разобью сюда же одно куриное яйцо. Все очень быстро и просто готовится, этот рецепт вам точно понравится. Теперь нарезаем мелко одну луковицу или половинку большой луковицы. Благодаря луку блюдо получится сочным, пикантным. Готово. Лук нарезали. Отправляем его в миску курицы с картошкой. Также небольшой пучок зеленого лука. Можно вместо зеленого лука взять укроп или петрушку. Мелко нарезаем. Отправляем лук в миску с курицей. И теперь осталось только все хорошо перемешать. Перемешиваем ложкой или руками до однородности, как вам удобнее. Готово. Ставлю разогреваться сковородку. Можно взять сливочное масло кусочек, топленое или растительное. Смазываю сковородку маслом и выкладываю половину куриной смеси с картошкой на разогретую сковородку. Вот так вот хорошенько равномерно распределяем нашу смесь по дну сковородки. И небольшой кусочек сыра нарезаем тонкими ломтиками. Сыр можете взять любой, который хорошо плавится. А также, если хотите, вместо того, чтобы нарезать сыр ломтиками, вы можете просто натереть его на терке. И выкладываем сверху на картофель с курицей ломтики сыра. Готово. Сверху выкладываем оставшуюся смесь. И вот так вот при помощи ложки или лопаточки распределяем смесь, чтобы она полностью покрыла все кусочки сыра, весь сыр. Готовим на среднем огне в течение 15 минут, желательно под крышкой. Аромат стоит уже просто невероятный, друзья. Это так вкусно, словами не передать, поэтому еще раз напомню, не забудьте сохранить рецепт и поделиться им, он действительно стоит того. У меня прошло 15 минут, я накрываю сковородку крышкой и переворачиваю нашу запеканку, наш картофельно-куриный пирог при помощи тарелки. Возвращаю обратно в сковородку. Если сковорода сухая, можете добавить немножечко растительного масла, чтобы пирог хорошо зарумянился. Готовим еще 10-15 минут на среднем огне.
И вот такая вот красота у нас получилась. Все уже полностью готово, друзья. Можно взять всю семью за стол, посыпаем сверху зеленым луком, любой зеленью. Только посмотрите на это чудо. Очень вкусный, нежный, сочный, невероятно быстрый пирог с курицей и картофелем буквально за 10 минут. Посмотрите, очень вкусно. Советую приготовить, и вы точно не пожалеете. Посмотрите, сколько сыра внутри. Это очень вкусно. Приятного аппетита, друзья, и скоро увидимся!